Сырым весенним утром на обширных просторах парка диких животных Хаулета в самом сердце Англии Таниспин проснулась от пения птиц и свежего запаха влажной земли. У единственной дочери Дамана Аспина, дальновидного защитника природы, Тани было необычное детство, в котором она была окружена заботой своей семьи и вниманием существ, которые для многих были лишь персонажами документальных фильмов или символами охраны природы. С самого раннего возраста Тани познакомилась с гориллами парка. Ее отец верил, что налаживание связей между людьми и животными с раннего возраста может воспитать новое поколение страстных и преданных своему делу защитников природы. Джалта и Бимс, две западные равнинные гориллы, вскоре стали неразлучными спутниками Тани. Они были внушительными существами, но по отношению к ней они были нежными гигантами, способными проявлять почти человеческую нежность. Таня училась ходить под бдительным присмотром Джалты, который иногда протягивал волосатую руку, чтобы поддержать ее, когда она спотыкалась о корни деревьев. С другой стороны, Бимс был ее товарищем по играм. Ему нравилось кататься с Таней по траве, оглашая воздух смехом и тихим ворчанием. Во время ланча они перекусывали фруктами, и Бимс аккуратно брал кусочки яблока из маленьких ручек Тани. За этим гармоничным сосуществованием девочки и горилл тщательно наблюдали воспитатели и сам Даман, который документировал каждое взаимодействие, надеясь однажды показать миру, что мирное сосуществование между видами возможно и полезно. На свой 5-й день рождения Тани получила от отца ожерелье с маленькой серебряной подвеской в форме гориллы. Это был символ ее пожизненной преданности своим друзьям и миссии по сохранению природы. Даман опустился рядом с ней на колени, застегнул ожерелье у нее на шее и сказал с гордой улыбкой: «Ты, моя дорогая, мост между нашими мирами. Гориллы принимают тебя как свою, и это драгоценный дар и большая ответственность». Эти ранние годы жизни Тани были отмечены глубоким чувством целеустремленности и безмерной любовью к ее компаньонам-гориллам. Она выросла, зная, что каждое мгновение, проведенное с Джалтой и Бимсом, было жизненным уроком, который учил ее уважению, заботе и сложной паутине жизни, соединяющей все живые существа. Однако, как и во всех историях взросления и обучения, настанет день, когда Тане придется столкнуться с реальностью миссии своих друзей. Вернуться в дикую природу, где им самое место. Возглавить свои собственные группы и внести свой вклад в сохранение своего вида. Это прощание, хотя и необходимое, стало бы одним из самых сложных и формирующих моментов в ее жизни. По мере того, как Таня становилась старше, она также начала понимать сложность работы своего отца и более широкие цели фонда, который он возглавлял. Она знала, что дни невинных игр с Джалтой и Бимсом не будут длиться вечно и что они, прежде всего, представители своего вида, которым суждено вести независимую жизнь в джунглях. В возрасте 11 лет реальность этого расставания постучалась в дверь Тани. Одно осеннее утро ознаменовалось долгими спорами между защитниками природы, биологами и ее отцом. Они готовились к возвращению Джалты и Бимса обратно в дикую природу, что было частью программы фонда по реинтродукции. Для Тани, хотя она и гордилась той важной ролью, которую ее друзья сыграют в сохранении их вида, эта новость стала болезненным ударом. В день отъезда в парке кипели последние приготовления. Транспортные ящики, наполненные всем необходимым для горилл, были погружены и тщательно осмотрены. Таня проводила все возможные минуты рядом с Джалтой и Бимсом, мягко разговаривая с ними, укрепляя чувство безопасности и любви, которые она испытывала. «Ты возвращаешься домой», – прошептала она, задыхаясь от волнения. «Туда, где ты сможешь по-настоящему быть свободной, где твое место. Джалта,
со своим всегдашним проницательным выражением лица нежно погладил Тани по голове, словно понимая важность момента. Прощание было смесью слез и улыбок, подкрепленных убежденностью ее отца в том, что это было правильно. Таня махала рукой, пока грузовики не скрылись из виду, унося с собой значительную часть своего сердца. Последующие годы были временем роста и обучения для Тани, которая погрузилась в изучение охраны природы и биологии, решив продолжить наследие своей семьи. Однако тоска по своим друзьям-гориллам никогда не покидала ее, и надежда увидеть их снова горела в ее сердце неугасимым пламенем. В возрасте 23 лет, движимая ностальгией и желанием проверить успешную реинтеграцию Джалты и Бима, Таня организовала экспедицию, чтобы навестить их в природном заповеднике, откуда они были выпущены. С командой документалистов и биологов она отправилась в это эмоциональное путешествие, вооруженная надеждой и страхом перед неизвестным. Прибыв в заповедник, команда была встречена густой зеленью тропического леса. Таня почувствовала, что перенеслась в прошлое. Каждый аромат и звук леса навевал яркие воспоминания о ее детстве. Следующие дни были потрачены на отслеживание следов горилл с помощью ошейников, которые были аккуратно надеты на животных перед их выпуском. А затем дождливым днем, когда они шли по грязной тропе, едва заметное движение в густой растительности привлекло всеобщее внимание. Сердца учащенно бились, камеры были наготове, все взгляды были устремлены на Тани, ожидая момента, который определит ход путешествия. Это было долгожданное воссоединение, деликатно балансирующее на грани дикой природы, которая теперь стала домом для Джалты и Бимса. Влажный воздух тропического леса окутал Тани и ее команду, пока они осторожно продвигались вперед. Каждый звук в лесу, казалось, усиливался, каждый треск ветки, каждый далекий крик птицы создавали звуковую картину, которая была одновременно прекрасной и пугающей. Таня, возглавлявшая группу, чувствовала, как тяжесть ожидания давит на ее плечи. Ее глаза непрерывно осматривали окрестности, пытаясь уловить любое движение, которое могло бы указать на присутствие ее бывших товарищей. Часы тянулись медленно, и солнце начало клониться к западу, отбрасывая длинные тени между деревьями. Местный гид, человек по имени Иоанн, который знал лес как свои 5 пальцев, сделал знак всем соблюдать тишину. Они вошли в район, где, по словам следопытов, недавно видели Джалту и Бима. Таня испытывала смесь возбуждения и нервозности. Она знала, что гориллы, даже если и заметили ее присутствие, могли значительно измениться за годы, проведенные в джунглях. Они больше не были молодыми животными, игравшими в парке. Теперь они были лидерами своей собственной группы, дикими и приспособленными к суровой окружающей среде. Внезапно Иоанн остановился и молча указал на густые заросли впереди. Можно было заметить едва заметные движения и услышать низкий, почти хрюкающий звук. Сердце Тани бешено заколотилось, она затаила дыхание, держа камеру наготове и пытаясь унять дрожь предвкушения. Растительность зашелестела сильнее, и затем медленно появилась внушительная фигура. Это был Бимс, которого можно было узнать по пронзительному взгляду и властной позе. Он остановился и посмотрел прямо на Тани, их глаза встретились, и на мгновение мир вокруг них, казалось, исчез. Что это было, узнавание или простое любопытство? Таня не могла сказать. Бимс сделал шаг вперед, его безошибочно узнаваемая внушительная поза. Таня почувствовала напряжение среди членов своей команды, которые осознавали потенциальную опасность, исходящую от взрослой гориллы в ее естественной среде обитания. Сама она испытывала почтительный страх, смешанный с отчаянной надеждой на сближение. Она сделала шаг вперед, слегка отделившись от группы, и заговорила тихо, тем же тоном,
которым говорила в детстве. «Бимс, это я, Тани», — сказала она дрожащим, но отчетливым голосом. Не было никакой гарантии, что Бимс поймет ее слова, но она надеялась, что знакомый тон пробудит в ней какие-то воспоминания. Горилла наклонил голову, внимательно наблюдая за ней. Группа затаила дыхание, наблюдая за этим молчаливым обменом репликами. После напряженного момента Бимс издал тихий звук, который раньше Тани воспринимала как знак узнавания или приветствия. Таня шепотом попросила группу сохранять спокойствие и не делать резких движений. Все понимали, что находится в критической точке, когда любое действие может быть истолковано как угроза. Бимс сделал еще шаг вперед, не сводя глаз с Тани. Она стояла неподвижно, ее сердце билось так громко, что она боялась, как бы он не услышал его. Затем горилла медленно подошел ближе, его поза слегка расслабилась, что, как надеялась Таня, означало согласие. По мере того, как Бимс приближался, с каждым его тяжелым, размеренным шагом Таня чувствовала, как облегчение и радость переполняют ее. Напряжение в воздухе начало рассеиваться, а Бимс продолжал издавать тихие стоны, которые она истолковала как знаки узнавания. Она помнила эти звуки с детства. Это были те же самые ободряющие звуки, которые он издавал, когда они были вместе в парке. Бимс остановился в нескольких шагах от Тани, не сводя с нее больших карих глаз. Внезапно, с удивительной для животного его размеров нежностью, он протянул руку и слегка коснулся плеча Тани. Это был робкий жест, но полный значения. Таня, преодолев свой первоначальный страх, протянула руку и коснулась руки Бимса, почувствовав знакомую шероховатость его кожи. На ее губах появилась эмоциональная улыбка, а на глаза навернулись слезы. Затем Бимс сделал то, что удивило всех. Он нежно притянул Тани к себе и заключил в объятия. Это было осторожное, но крепкое объятие, как будто он хотел убедиться, что она действительно рядом с ним. Таня обняла его в ответ, чувствуя, как ее захлестывает волна эмоций. Воссоединение было большим, чем она могла надеяться. Документалисты, держась на почтительном расстоянии, запечатлели каждый момент этой трогательной встречи, осознавая редкость и красоту разворачивающейся перед ними сцены. Таня и Бимс долго стояли, обнявшись, и это было воссоединение, которое преодолело барьеры между видами, прославляя дружбу, глубоко уходящую корнями в прошлое и вновь подтвержденную в тот волшебный момент. После эмоционального воссоединения Таня провела несколько часов, наблюдая за Бимсом и его группой в лесу, наблюдая, как он общается с другими гориллами. Было очевидно, что он уважаемый лидер и заботится о своей семье. Наблюдение за ним в естественной среде обитания дал Тане возможность по-новому взглянуть на важность природоохранной деятельности, которой занималась ее семья. Это было живое доказательство того, что усилия по возвращению животных в их естественную среду обитания могут увенчаться успехом, что свидетельствует о наследии ее отца. Когда день сменился сумерками, Таня поняла, что пришло время снова попрощаться. С тяжелым сердцем она подошла к Бимсу, чтобы попрощаться в последний раз. На этот раз не было слез, только чувство благодарности и удовлетворения. Она прошептала слова прощания, пообещав продолжать бороться за дело, которое свело их вместе. Бимс, в свою очередь, казалось, понял, что этот момент был прощальным. Бросив последний ласковый взгляд и нежно коснувшись руки, он повернулся и вернулся к своей семье, исчезнув среди деревьев густого леса. Таня вернулась в цивилизованный мир, унося с собой не только воспоминания об этой эмоциональной встрече, но и возродившуюся страсть к охране природы. Она была полна решимости пойти по стопам своего отца, расширяя и продвигая усилия по обеспечению будущего, в котором люди и животные могли бы сосуществовать в гармонии.
Прощание с Бимс укрепило ее приверженность этому будущему, вдохновив ее посвятить свою жизнь защите дикой природы и сохранению природного мира. Это воссоединение, запечатленное на фотографиях, которые вскоре облетели весь мир, стало мощным символом возможной связи между людьми и животными и убедительным свидетельством настоятельной необходимости сохранения окружающей среды.